Всем привет, народ! У меня очередная посылка. Вот так вот она выглядит. То есть приехала в коробке все в навал, но все перепаковано вот такой вот пупыркой. Значит, поехали. Не знаю, друзья, как кому, а мне пришло два. Все по два пришло, кроме косилки. Значит, два вот таких вот диска. Зубастых. Вот, два диска, да? Два вот таких вот ножа. И две вот такие насадочки под леску. Не знаю, почему по два, но как-то так. Значит, что в комплекте? Кожух с колесами. Колеса были, друзья, отдельно. Я их уже, чтобы не терять время, прикрутил. То есть очень все просто. Вот за эту штуку заворачиваем. Ну и здесь в этой вот нише устанавливается гайка. Всего есть, друзья, три положения. Я прикрутил по центру. То есть можно делать ниже, можно делать выше нашу скошенную травку. Кожух прикольный, значит, немножко не до Audi. Три кольца, как у Audi, но не до Audi. Дальше вот такой кожух, который вешается у нас на трубу. Защитный. Ну, конечно же, инструкция. Инструкция, кстати, именно по косилке, но вот такая вот маленькая и короткая. Ремешок, шлеечка. Наборчик ключей и винтов для сборки нашей косилки. Так, дальше что? Вот, видите, все, я говорю, в пупырке. Два аккумулятора по 4 ампер-часа, наверное. Хотя тоже не указано, друзья, что тут почем. 21 вольт. Да, не вижу я, по крайней мере, указания. Ну, аккумуляторчики полностью заряжены. Один аккумулятор. Ну и, в принципе, точно такой же второй. Не будем сегодня уже тут заниматься этими взвешиваниями, перевешиваниями. Вот такой вот простенькая зарядка штырькового типа. И что у нас здесь сказано? 21 вольт, 1 амперчик всего лишь. Так, все бросаем сюда. Так, второй аккумулятор тоже достаю. Ну и вот, вот еще рукоятка есть. И сама вот косилочка, друзья. Больше в коробке ничего у нас нету. Так, рукояточку сюда, коробочку мы туда где-то выбросим. Ну и вот будем с вами все это дело собирать. Собирается, в принципе, точно так же, как собирается и культиватор. Понятное, друзья, дело, что данной косой, не знаю, срываю и разговариваю, может, это некрасиво, поэтому оборвем. Конечно же, этой косой, друзья, значит, есть у нас шип и есть паз. То есть паз и шип. Состыковываем все вот таким вот образом и закручиваем. То есть тут как бы все просто. Особо и рассказывать-то нечего. У меня уже что-то... О, попал. Что-то было выскочило. Так, тут мы с вами скрутили. А тут, наверное, должен быть какой-то не то телескоп, не то что. Честно говоря, и сам не знаю. Да, тут у нас телескоп. Отпускаем эту гаечку и выдвигаем нашу косилку. Все. И это ее предел. Не знаю, видно, должно быть видно. То есть не особо длинная конструкция. Вот, как-то так. Почему-то только у нас это все дело перевернуто оказалось. Значит, я здесь неправильно смонтировал. Раскручиваем и перекручиваем. Отлично. Во, вот сейчас будет правильно. Так что, видите, ошибки бывают у всех. Все, зажали. Вот такая вот конструкция у нас получилась. Значит, головка наша. Ну, у нас в рукоятке получается контроллер. Все это дело тип под аккумулятор Makita. Здесь получается контроллер. Друзья, разбирать не буду. А вот в головке у нас движок. И мы его обязательно попозже, я где-то сюда вклею видео и разберу и покажу вам этот движок. Решил, друзья, разобрать я здесь прямо на земле. Значит, вот смотрите, такой вот коротенький у нас идет ротор с агрессивным зубом. Значит, длина по металлу, вот я ее замерил.
15-8, ну, короче, 15 миллиметров. 1,5 сантиметра движок, коротенький. Общая длина от сих пор до сих пор 6 сантиметров. Кому интересно. Значит, редуктор. Вот такая вот шестерня маховик. Люфтов никаких абсолютно нету. Вот, на первый взгляд смазки хочется как бы добавить больше. Но на второй взгляд все это дело мы будем косить вот этой смазкой вниз. И я думаю, что при нагреве эта смазка будет прекрасным образом обтекать на шестерню. Поэтому я, честно скажу, пока в раздумьях. Докладывать смазку, либо не докладывать. Вот, пока мое мнение, что не нужно. Так как в этом пазу ее просто огромное количество. Вот. Ну и сам движок тоже, не разобрав все, не разберешь. Вот так вот выглядит. Тоже 6 обмоток, короткий двигатель, бесщеточный. Ну что, народ, проверим обороты. Наклеил лазерную метку отражайку. Берем лазерный тахометр. На улице светит солнце. И вот при вращении данного ножа просто не видно метки. Поэтому давайте я как-то сейчас вот прицелюсь. У нас есть. Прицел есть. Включай. Выключай. Короче, 8800 оборотов у меня показывает мой тахометр. Не знаю, правильно он измерил, есть ли какие-то здесь отражения, нету отражений, ну вот как-то так. Проверим обороты вот без метки, на ножах без метки, и проверим, правильно ли у меня показывает, либо есть какие-то отражения. Значит, на дисплее 0. Держу кнопочку тест. Включай. Выключай. Ну и вот, друзья, видите, обороты равны нулю, что соответствует как бы правдивости показания измерения. Значит, головка у нас может, вот кнопочка есть, может поворачиваться вот так и может вот так быть. То есть косим, ну, как удобно. Я, наверное, думаю, будет удобнее под 45 градусов. Вот как-то так поставить. Да. Рукоятка, которую мы должны с вами, конечно же, раскрутить и разобрать. И внутреннюю часть набросить, собственно говоря, на вот такую. Опля! Вот такая скоба. Мы ее должны по ходу раздвинуть, если она не сломается. И сюда как-то одеть. Но я думаю, что это все дело может сломаться. Будем пробовать. Опа! Все классно. Так, я ее, наверное, задвину где-то сюда подальше. Посмотрю, как будет. Ну да, где-то так. Все, и это все дело, друзья, мы, конечно же, закручиваем. Винт-барашка вот такой вот. Все, рукояточку поджали. Потом по ходу можно будет рукоятку отрегулировать. Видите, она тоже на зубчиках работает. Ну, примерно как-то так, пускай будет. Все, шлейку, кому нужно, можно повесить и шлеечку. Но я думаю, не столь тяжелый этот агрегат, чтобы его тягать где-то, друзья, соответственно, на плечах. Вот. Вот такой агрегатик у нас получился. Теперь что? Будем ставить колеса. Колеса у нас ставятся по ходу на двух винтах. Для этого нам надо брать ключики. Нам одновременно придется по ходу взять два свечных ключа, таких а-ля свечных ключа. Для чего? Чтобы открутить эту гайку, она на пластике. Здесь есть отверстие для фиксации вала. Вот, совмещаем, ищем отверстие, это где оно у нас. Вот найти не могу. Вот так отверстие, хлоп. И мы с вами уже сможем открутить гаечку. Обращаем внимание на гаечке левая резьба. Откручиваем. Снимаем вот эту чашку. Так, и ставим кожух.
Кожух ставится, вот смотрите, есть такие вот вещицы. Одеваем. И с проворотом, я так понимаю, да? О! Здесь есть зубчик, выступ. Он упирается, только не перестарайтесь, потому что его можно, друзья, отломать. Вот. И у нас остается два отверстия под винтики, которые мы с вами, конечно же, закрутим сюда. Вот два таких вот коротыша винта. Берем и закручиваем. Раз. Два. Это мы с вами сделали. Теперь предлагаю попробовать, наверное, на леске. Потому что мне нужно будет обкашивать мои колеса, в которых сидит у меня голубика. А этими пилами всеми и ножами, конечно же, это не получится. Имеется набор лески диаметром примерно 2,4-2,7. Ну и вот такой вот диск. И нам надо что? Нам надо, друзья, заправить вот такие вот петли. Вот таким вот образом. Желательно, конечно, все это, чтобы было равномерно. Вот так вот должно получиться. И эту леску заправляем далее. Леска имеет квадратное сечение. Опля. И на один круг у нас идет 4 кусочка лески. Вот такая шляпа получается. Понятное дело, друзья, что этой косилкой гектары косить не будешь. Она просто, наверное, не выдержит. Да и вы, наверное, не выдержите такой косилкой косить гектары. Вот. Вот у нас получилось такой вот паучок. И этот паучок нам, конечно же, надо с вами прикрутить сюда. Весь вопрос остается, какой стороной его крутить. Этой не пойдет. Значит, вот этой. Ну, я так думаю. Вот. Шайбочка есть. Значит, кладем эту шайбочку. Снимаем, вернее, сюда. Шайбу наверх. И всю эту беду наверх. Во. И теперь остается вопрос, как зафиксировать вал. Если у нас, вы помните, мы фиксировали к рукоятке, то сюда уже не доберешься. Не доберешься. Значит, будем крутить и смотреть, возможно ли. Здесь тоже есть сквозное отверстие. У нас темнота. Да, отверстие сквозное. С этой стороны мы спокойно фиксируем вал. И не забываем, что у нас левая резьба. Делаем на откручивание. Все это дело прижимаем, зажимаем и затягиваем. Так, без фанатизма. Все, штуковина у нас готова. Остается установить только вот этот вот защитный кожух. Защитный кожух устанавливается вот так вот следующим образом. И затягивается при помощи двух винтиков и хомутика. Хомутик, ну и два винта под шестигранник. Гаечки у нас здесь уже впрессованные внутри кожуха. Так, я ж не той стороной поставил-то. Ой, как все неудобно. Нет. Нельзя так много работать. Нельзя. Мы не лошади. Собирать и показывать. Ну да ладно. Надеюсь, что-то вам видно в этом всем деле. Честно скажу, абсолютно не понимаю, для чего этот кожух нужен. Абсолютно не понимаю. Но как бы есть, и мы его установим. А в будущем можно его и выбросить нафиг. Так, смотрим соосности. Угу.
Ну вот как-то так. Все это действо должно выглядеть. Затягиваем винты и пойдем косить. Опа! Все, косилочка у нас собрана. Остается подключить только аккумулятор. Значит, опять же, не до Audi. 3 кольца. Надеюсь, вам видно. И с этой стороны тоже есть 3 кольца. Есть кнопочка, что у нас? Да. Кнопка предохранитель от случайного нажатия. То есть так просто не нажать. Только нажимаем кнопочку. Вот эту вот. И тогда уже нажимается у нас клавиша. Отлично. Аккумуляторчик. Напоминаю, аккумулятор типа Makita. Ну что, давайте делаем пробный пуск. Шайтан машина. Конечно, по кожуху трет. Очень-очень страшно вот эта штука. Ну, пойдем посмотрим, что у нас получится. Пошли косить. Значит, народ, установил я вот этот вот диск, да, перед тем, как показать вам, я проверил немножко сам и понял, потому что леска плохого качества, скорее всего, и она просто обрывается. Значит, смотрите, что я подумал. Сильно бьется по кожуху. Отсюда вот такие вот имеются загибы. Поэтому предлагаю сделать следующее. И ровно по кожуху все это дело пооткусывать. Чтобы у нас по кожуху не было трения. И тогда, я думаю, эта штука будет косить в разы лучше. Во! Ну а теперь пошли попробуем косить. То, поехали косить, смотреть. Травка, конечно, невысокая у меня. Недавно косил, но все же есть такие вот пучки. Поехали. Ну, не знаю, видно вам, друзья, не видно. Косит, в принципе, неплохо и, в принципе, как бы ровненько. Вот. Но, опять же, для газонов такого вот масштаба она не годится. Но годится она, пошли покажу прямым кадром. О, смотрите, мое чучело крик висит, нашумевшая в ТикТоке. Уже облезла, порвалась, но висит, пугает птичек. Черешенька. Вот так выглядит. Короче, ладно, не по теме. Давайте показываю. Смотрите, вот у меня сидит голубика, видите, в колесах. О, там ряд, и там пошел целый ряд. Так вот, когда я кошу траву на этом газоне при помощи бензиновой косилки колясочного типа, то вот эту вот травку около колес я просто не могу скосить. Поэтому перед косьбой я беру триммер бензиновый, штиль, и, соответственно, обкашиваю все эти колеса круглые. А вот с этой штукой, если она, конечно, будет косить, но я думаю, будет косить, это все дело будет намного быстрее. То есть взял аккумулятор и пошел косить. Поэтому давайте-ка смотреть. Вот, не скажу, конечно, что супер-пупер, но ей в разы быстрее будет, нежели взять мне, пойти бензиновый триммер и, соответственно, все это дело проделывать. А так, пробежался по-быстрому и все. Значит, друзья, хочу пойти поставить вот этот вот металлический диск и попробовать косить траву диском. Посмотреть, что получится. Наверное, и вам будет все это дело интересно. Короче, смотрим на диск. Вот такой вот диск.
Размеры диска следующие. Посадка 25,4. Здесь у нас вот эта вот шайба вот такого вот вида. Опять же есть отверстие. И видите, что я и говорил. Вот совмещаем отверстие вот это вот с этими вот пазами. Поскольку нам здесь недоступно, то у нас впереди все это дело находится. Ставим данную шайбу, ставим диск стрелочками куда показано. Вот так будет неправильно, а вот так будет правильно. То есть у нас вращение происходит по часам, если смотреть из-под низа. Потом ставим ответную шайбочку, ставим вот эту вот шляпу и закручиваем. Не забываем, что здесь левая резьба. Так, все, друзья, сейчас зажму, и мы проверим, как будет косить при помощи диска. Так, показываю вот тут на бетоне направление вращения диска. Смотрим. Надеюсь, видно. Ну и поехали на травку опять. Вот я здесь косил, погнали смотреть. Короче, при помощи диска она вообще нифига не косит. Диском ее просто ложит и не косит. Поэтому как-то так. Ну, короче, раз пошла такая пьянка, меняем еще и диск на нож. И будем смотреть, что происходит при помощи ножа. Итак, установил я нож. Сейчас мелкими короткими пусками покажу вращение. Ну, в принципе, вращение у нас всегда в одну сторону. Вот так. Включаю на полную. Как-то так это работает. Значит, я уже, конечно, попробовал и скажу вам, что нож для таких работ вот просто супер. Диск ерунда, леска ерунда, а нож просто бреет классно. Нож двухсторонний, поэтому если затупилась первая сторона, переворачиваем на 180 градусов и косим дальше. Короче, вот я тут выкосил уже кусок. Вон там у меня есть такая большеватая травка. И сделаем дорожку и посмотрим, если, конечно, вам будет видно по видео, как это все дело работает. Итак, поехали. Вот такая дорожка получилась. Не знаю, друзья, надеюсь, вам видно, может как-то так снять это все дело. Вот. Но бреет он хорошо. Лучше, чем леска, лучше, чем диск. Ну вот такую полянку я выстриг. Работаю, друзья, левой рукой. Правой неудобно телефон держать. Вот, поэтому заключение какое? Самая крутая стрижка травы — это вот этим вот ножом, друзья. Леска и диск — ерунда. Вот. Но вот этим ножом, опять же, мы не сможем подстричь, допустим, вот там, где я вам показывал при помощи лески возле колес. Возле заборов каких-то ножом не пользуйтесь. Только леска, причем леску, опять же, прикупите хорошего качества, потому что вот эта вот комплектная, она ломается. Вот, значит, что могу сказать в итоге? Не рекомендую эту косу тем людям, опять же, кто хочет покосить вот такие вот, допустим, объемы. Хотя бы половину этого объема, да. У меня тут раз газон, там 2 газон, там 3 газона и перед домом 4 газон. Все вот такие здоровенные. Поэтому такой косилкой эти газоны не скосишь. Замучаешься. А вот, как в моем случае, обкосить вокруг колес перед кошением газонов. Где-то около заборчика какого-то, где-то какие-то маленькие участочки, где-то у кого-то цветничок, допустим, там обкосить. Вот эта штука будет класс. Не надо нам бензиновый триммер заводить, не надо там, не знаю, серпами работать. Прошлись по-быстрому, там обкосили и
Класс. Поэтому, друзья, сегодня была вот такая косилочка. Ссылка, как всегда, в описании к видео. Переходите, смотрите. Всем пока. Всех люблю. Подписывайтесь на мой канал.